книга 14. Тао. Путь Вознесения. Язык, Вознесение и ДНК. Любому человеку, имеющему цель вознестись к 1024 и 1800 единицам ДНК, окажется полезным один из 12 различных языков. Языки вложены в ваших предков от корневой расы или семейства Ану. Человек возносится, когда охватывает звук, тон, движение и символы языка собственных предков, то есть языка, который поддерживали в ранние времена, когда предки несли в своей физической форме более высокую вибрацию. Когда вознесение разворачивается в эфирном теле, биология начинает трансмутировать себя, с течением времени переходя к новой клеточной структуре, известной как кристаллическая, которая также является той клеточной структурой, которой обладали предки в более ранние времена человеческой истории. Кристаллические клетки восстанавливаются и не подвержены старению или заболеванию. Кристаллическая форма известна как биология единства. Биология единства ведет к нестареющей форме, которая по вибрации может восходить вверх к новому уровню сознания, или другими словами, полному сознанию. Сегодняшняя клеточная структура, которая известна человечеству и остальной жизни на Земле, является нерегенеративной. Клетки должны заменяться в каждом 7-летнем цикле. А умирающие клетки спустя какое-то время приводят к опыту старения. И как только в каком-либо органе или системе большое количество клеток становится дисфункциональными, проявляется опыт болезни. Если жизненно важная система, которая поддерживает здоровье и хорошее состояние формы, становится со временем чересчур дисфункциональной, манифестируется опыт смерти. Имеются также разрушительные агенты, известные как вирусы и бактерии, которые напрямую разрушают клеточную структуру. В ходе восхождения к кристаллической форме, клетки учатся восстанавливаться и не нуждаться в замене каждые 7 лет. Обновленные органы восстанавливаются от более ранней светокопии ваших предков, которая поддерживает и восстанавливает клетки, или возрождает те из них, что являются умирающими. Вирусы и бактерии получают новую светокопию, которая, по сути, является неразрушающей. Это известно как биология единства. Восхождение в биологию единства – это первые ступени вознесения, ведущие к возрождению формы к более юной внешности. Некоторые посвященные довольно быстро возносятся к 1800 единицам посредством базового языка Ану. Это связано с тем, что в своих более поздних предках у них отчасти присутствовала биология рабов Ану, с чем каждый из них должен мириться. В сущности, они в первую очередь возносились из догмы 18 самовоспроизводящихся мыслеформ, имеющих отношение к Ану. Существует множество других мыслеформ, способных возносить людей, у которых в более поздних предках присутствуют истоки аборигенной коренной расы. Некоторые люди смогли преодолеть трудности, применив такие языки и свойственную им символику, один из которых известен как рейки. Рейки – язык тибетской коренной расы. Каждый из таких языков полезен при восхождении от 1024 до 1800 единиц, но не выше этого. Причиной такого ограничения в том, что практически во всех символах большинства языков, на которые полагалось человечество после падения Ану, приблизительно 30 тысяч лет, или 120 тысяч человеческих лет назад, каждый найдет прямые линии, грани угловатости, прямолинейный поток энергии, или электрическая священная геометрия вознесут только до этого уровня, максимум 1800. Также обстоит дело и для Земли. Со временем каждый из ключевых кодов от Великого Центрального Солнца, захваченный Авророй и поддерживающий прямолинейную геометрию, в конечном счете,
был отвергнут, ибо вращение подобных структур никак не способствовало непрерывному вознесению Земли. Такие структуры являются архаичными темными языками, сохраненными на Земле. Точно так же, все происходит для каждого вида на Земле. Пройдя через испытания и ошибки, со временем, каждый обрел понимание, что только округлые вращательные магнитные структуры, узоры, способствуют росту вибраций Земли, иначе известному как глобальное потепление, а также мировое вознесение. Для того, чтобы овладевать языком света в процессе вознесения, посвященный заново ткет ДНК, с новым набором кодирования, полученного по своей наследственности, и известного как набор кристаллических директив. После того, как кристаллические инструкции вносятся в генетическую энергетическую решетку, задействуется процесс, в котором, согласно новой светокопии, заново ткутся или переделываются эфирная энергетическая решетка, система меридианов, чакровая система и тонкие тела. В конечном счете, новая светокопия требует изменений в тонах, хранимых энергетической решеткой. Тоны связаны с цветом, и это будет лучшим способом объяснить те изменения, которые вознесение делает возможными. Эфирная энергетическая решетка человека с двумя цепочками ДНК является вязкой и плотной, а преобладающая в ней цвета – это черный, коричневый, грязно-красный, грязно-синий, рвотно-зеленый, грязно-фиолетовый, гнойно-желтый и так далее. Данные цвета – это спектр распада и болезни, а также мыслеформ суждения, осуждения, обвинения, похоти, жадности, ненависти, насилия, боли и страдания, которые удерживаются в биологии. В ходе вознесения, эфирное поле постепенно ткется заново, осветляясь чистыми основными тонами. Удаляются все плотные цвета, и идет преобразование поля. Это происходит в восхождении к 1024 или 1800 единицам ДНК. В процессе вознесения выше этого уровня, цвета языка света, обладающие пастельными оттенками, начинают восстанавливать основные цвета в энергетическом потоке и эфирной энергетической решетке. Чем больше чистой и пастельной в цвете становится эфирная энергорешетка, тем больше кристаллическая клеточная структура получает способность регенерации в физическом теле при выраженном намерении вознестись. Овладение 10 основными тонами языка света в восхождении к 3000 требует, чтобы положительно уложенные линии и меридианы энергетической решетки удерживали каждый из этих окрашенных пастельных цветов. Межпространство энергетической решетки также все больше и больше переводится в основные цвета. Кроме того, вращение символов языка света может быть легко наблюдаемо или представляемо себе во всех динамических энергетических системах, включая чакры, тонкие тела, сексуальную энергию кундалини, межпространство, то есть пространство между положительно уложенными линиями решетки, или другими словами, пространство между каналами быстро протекающей энергии.